В бесконечности Индийского океана, там, где небесная лазурь встречается с глубоким ультрамарином волн, лежит остров, чье имя стало синонимом земного рая – Бали. Но для тех, кто готов заглянуть за глянцевые фасады туристических путеводителей, этот остров открывается не как курорт, а как живой, пульсирующий организм, рожденный в огне и омытый великими водами. История Бали – это не история людей, это история камня, воды, корней и ветра. Здесь природа не является декорацией. Она – верховное божество, диктующее ритм жизни всему живому. Чтобы понять этот остров, нужно подняться туда, где облака задевают острые пики спящих титанов, и спуститься в долины, где зелень настолько густа, что кажется, будто сам воздух окрашен в изумрудный цвет. Наше путешествие начинается в предрассветных сумерках у подножия великого Агунга. Эта гора – не просто высшая точка острова, это его духовная ось, пуп мира для каждого балийца. Когда первые лучи солнца касаются его безжизненного, выжженного старыми извержениями кратера, кажется, что гора делает глубокий вдох. Агунг – капризный бог. Его молчание обманчиво, а его мощь безгранична. Последнее – великое пробуждение вулкана в середине 20 века напомнило человечеству о его хрупкости, похоронив под слоем пепла целые деревни. Но в этом разрушении скрыта великая тайна природы Бали. Смерть здесь всегда становится началом новой, еще более пышной жизни. Вулканический пепел, оседая на склонах, превращает землю в неисчерпаемый источник плодородия, позволяя жизни возрождаться с невероятной скоростью. Чуть западнее Агунга раскинулось чрево другого гиганта – вулкана Батур. Его кальдера – это колоссальная чаша, внутри которой застыло время. Черные лавовые поля, напоминающие застывшие волны океана из обсидиана, резко контрастируют с нежной синевой одноименного озера. Озеро Батур – это главный резервуар острова, сердце его водной системы. Оно кажется неподвижным и тихим, но под его зеркальной гладью скрыты термальные источники, согретые жаром земных недр. Здесь, на высоте 1000 метров над уровнем моря, климат меняется. Тропический зной уступает место бодрящей прохладе, а пальмы сменяются хвойными деревьями и коврами из мха. Это край туманов, которые по утрам медленно сползают со склонов, пряча в своих складках древние святилища. Спускаясь от вулканических вершин к центру острова, мы попадаем в царство вечного дождя и бесконечной тени. Балийские джунгли — это вертикальный мир. Здесь борьба за солнечный свет породила невероятные формы жизни. Могучие баньяны, чья крона может укрывать целую площадь, спускают вниз сотни воздушных корней, которые со временем превращаются в новые стволы. Это дерево — символ вечности. Оно не растет вверх, оно расширяется в пространстве, создавая живые соборы. В густых кронах кипит жизнь, невидимая глазу, древесные лягушки, чей голос напоминает треск электрических разрядов, экзотические птицы с оперением всех цветов радуги и длиннохвостые макаки, которые считают себя истинными хозяевами этих лесов. В джунглях Бали влажность осязаема. Она пахнет прелой листвой, пряным имбирем и дикими орхидеями, которые цепляются за кору гигантов. Вода — главный архитектор этого острова. Тысячелетиями она прорезала в мягких туфовых породах глубокие каньоны, создавая потайные миры. Водопады Бали — это его голос,
Громоподобный рев Секумпула, где 7 мощных потоков срываются с 80-метровой высоты, заставляет землю дрожать. Брызги воды образуют в воздухе вечную радугу, а мелкая водяная пыль создает вокруг особую микросферу, где папоротники вырастают до размеров человеческого роста. Но есть и другие водопады, скрытые в пещерах, как Тукат-Чипунг, где солнечные лучи пробиваются сквозь узкое отверстие в скале, превращая падающую воду в столб жидкого золота. Для балийца любая проточная вода священна. Реки, берущие начало в высокогорных озерах, несут в себе живу, энергию, которая питает все на своем пути. Эта энергия находит свое высшее воплощение в рисовых террасах. Если джунгли — это хаос природы, то террасы Джетилуви или Тегалаланг — это ее высший порядок. Здесь человек и природа достигли идеального согласия. Склоны холмов превращены в гигантские ступени, каждая из которых заполнена водой. Эта сложная ирригационная система, называемая Субак, существует более 1000 лет. Это не просто сельское хозяйство, это социальный и духовный контракт. Вода передается от одного поля к другому по цепочке, от храма к храму, обеспечивая равное распределение ресурса. Рис для балийцев — это дар богини Деви Шри, и отношение к нему соответствующее, бережное, почти сакральное. В период созревания террасы переливаются всеми оттенками зеленого, от нежно-салатного до глубокого изумрудного, создавая ландшафт, который кажется слишком совершенным, чтобы быть реальным. Но там, где заканчивается зелень рисовых полей, начинается безжалостная и прекрасная стихия океана. Бали омывается 2 великими водами — морем Бали на севере и Индийским океаном на юге. И это 2 совершенно разных мира. Южное побережье — это край суровых скал и безудержной энергии. В Улувату океан с яростью обрушивается на известняковые утесы, поднимая многометровые фонтаны пены. Здесь чувствуется дыхание Антарктики. Огромные волны, преодолев 1000 километров открытой воды, отдают свою мощь острову. Это место силы, где закаты окрашивают небо в тревожные багровые тона, а силуэты древних храмов на краю бездны напоминают о ничтожности человеческой жизни перед лиц вечности. Стоит переместиться на восток или север, и характер воды меняется. В районе Амеда берега покрыты черным песком, напоминанием о вулканическом прошлом. Вода здесь спокойная и прозрачная, как кристалл. Под ее поверхностью скрываются коралловые сады, которые по богатству красок могут соперничать с тропическими лесами. Это коралловый треугольник, одно из самых биологически разнообразных мест на планете. Здесь среди вееров, карганарий и твердых кораллов снуют 1000 рыб-попугаев, рыб-ангелов и мурин. В синей бездне у берегов Нуса-Пениды парят величественные манты. Их размах крыльев достигает 5 метров, но они движутся с грацией балерин, фильтруя планктон в холодных восходящих течениях. Здесь же можно встретить одно из самых странных существ в мире — рыбу-луну, или мола-мола, чей доисторический облик заставляет поверить в то, что эволюция на Бали шла своим, особым путем. Остров Бали — это также остров цветов. Они здесь повсюду. Франжипани, чьи бело-желтые лепестки источают сладкий дурманящий аромат, стали символом этого места. Их цветы не увядают долго даже после того, как упадут на землю, устилая тропы живым ковром. Гибискусы, лотосы в стоячих прудах храмов, огненные деревья — природа здесь не скупится на пигменты.
Каждое утро балийцы собирают эти дары, чтобы составить подношение Канангсари, возвращая природе часть ее красоты в знак благодарности. Этот круговорот веществ и смыслов не прерывается ни на день. Однако этот Эдемский сад сегодня находится под угрозой. Глобальное потепление меняет температуру воды, заставляя кораллы белеть и гибнуть. Пластиковый прилив, приносимый океанскими течениями, оседает на некогда безупречных пляжах. Джунгли отступают под натиском бетона и вил. Бали сегодня — это хрупкий баланс между сохранением своего природного кода и требованиями современного мира. Остров пытается сопротивляться, внедряя запреты на пластик и восстанавливая мангровые леса, которые защищают береговую линию от эрозии. Мангры же — это пограничники острова, живущие на стыке соленой и пресной воды. Их переплетенные корни служат яслями для морских обитателей и фильтрами для всей экосистемы. Завершая наш путь, мы возвращаемся к тишине северного побережья, в Ловину. Здесь, когда море еще сливается с небом в предрассветной мгле, из воды начинают выпрыгивать дельфины. Их черные спины блестят на солнце, а ритмичное дыхание нарушает тишину. В этот момент понимаешь, Бали — это не про храмы и не про отели. Бали — это про первозданное чувство единства со всем сущим. Это место, где стихии — земля, вода, огонь и воздух находятся в постоянном диалоге. Остров богов продолжает свой вечный танец. Вулканы копят силы в глубине, рис наливается соком под палящим солнцем. А океан продолжает обтачивать берега, превращая камень в песок. Природа Бали — это напоминание нам о том, как выглядит мир, когда в нем царит гармония. Это призыв остановиться, замолчать и прислушаться к шелесту пальмовых листьев и шуму далекого прибоя. Ведь в этом шепоте скрыты ответы на вопросы, которые мы разучились задавать в шуме городов. Бали не принадлежит нам. Это мы принадлежим ему, пока он позволяет нам созерцать свою великую, ничем не прикрытую красоту. И пока на вершине Агунга курится легкий дымок, а в долинах Джатилуви течет святая вода, сердце этого острова будет биться, напоминая о том, что рай — это не место, а состояние души, созвучное ритмом самой земли.